что сегодня? Да что сегодня, блядь, Формат снимаешь, ты пуколки нахуй у тебя опять, блядь. А смысл-то имеет? Он вообще, блядь, стреляет. Я тебе говорю, на 500 метров самолет стреляет. О, блядь, травмат. Я тебе говорю. Ну да ладно. Просто смотри. Блядь. Бля, Диман, смотри, камера походу, ё-моё. Нифига себе, слушай. Вот это прикол. Здорово. Кукуна! Ну что, смотрите сегодня, блядь, как травматы стреляют. Выпуск про травмат. Поехали. Всем привет, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. С нами Дмитрий сегодня. Привет. Тоже Борода. Чего? Во-первых, мы сегодня снимаем травматическое оружие. Причем, ну, не побоимся этого слова, легендарное. Долго мы, да, к нему подбирались. Это вот наш, так сказать, огражданенный, переделанный ПМ. МР 79-9ТМ. Вот. Для сравнения мы взяли Grand Power. Мы взяли еще мою грозу. То есть гроза с Макаровым имеет один калибр, 9-й. Grand Power у нас это 10-ка. Мы сделали вот такую штуку, баллистический гелик. Да, то есть сегодня проверим, Да. да? Чего у нас. Короче, как что пробьет, наглядно. Я люблю все наглядно снимать, там деревяшка еще же есть у нас. Посмотрим. Почему? Потому что, ну, короче, дальше в видео объясню почему. Перед еще началом основного видео скажем, что это 67-е оружие, снятое мной. Переходите там, смотрите, очень много мы всего отсняли. Всем спасибо за донаты, да, как это называется? Да, ну, короче, спасибо. за помощь каналу. Всем, кто закидывает. Да, там отдельный респект. Да, ссылки в описании там все. Чего еще у нас? Что еще хочется сказать? Ну, подписывайтесь, переходите, лайки, колокольчики. Находимся мы где? В Ловчем, что в городе Тольятти. Приезжайте, ссылочки тоже на них в описании. Начнем. Магия кино. Так, Дима, Да. пожалуйста, а знаешь ли ты, чем отличается вот Макаров от вот этих двух братьев-товарищей? Ну, как минимум видом. Ну Ну, да. здесь понятно, конечно. Здесь есть магазинчик, да? А здесь вот как бы нет. А здесь обойма. Да, здесь Вот это, кстати, обойма. кто не в курсе, да, называется обойма, Диман. Тебе тоже говорю, если ты был не в Всё, курсе. Да, спасибо, не знал. Вот. Также у нас в Мосинках обоймы используются, там в СКС, кстати, можно обоймы заряжать, СВТ и так далее. Да, это магазины, но опять, магазин-то у Grand Power. Ну да. Ну, какие у тебя еще есть предположения? Предположение. Вот это тут как будто, блин, помощнее выглядит, да? Ну, здесь и калибр, да, больше. И людям, кстати, скажем, что Макаровы тоже бывают в 10-м калибре. Но отличие не в этом. Не в этом, да? Совсем не в этом. Расскажу. Давай, рассказывай. Расскажу Интересно стало. всем гражданам и тебе. Значит, пистолет Макаров имеет у нас очень древнюю историю. Ну, вообще, да, ПМ, если мы берем не травматический, а обычный. Уходит корнями в далекий Советский Союз. Когда трава была зеленее, каждый каждому был кто? Правильно. Друг, товарищ. И брат. Жесть. Брат, жесть. Вот. Соответственно, он очень простой, он небольшой, чтобы наши оперативники, военные могли его носить в кобуре. Дальше у нас появилось в стране после распада Советского Союза, сначала появилось газовое оружие. Опять же, это был как раз Макаров. Как раз Да, ну, там ПМ, крест, да? крест такой был, да, там отличий особо немного. Но вообще в целом хочу сказать, сейчас мы подберемся к главному, я специально держу интригу. На самом деле это никакой не пистолет Макарова, это его нельзя переделать в пистолет Макарова, не внося прям вот изменения в конструктив. Если мы внесем изменения в конструктив, ну, сядем. Просто вот и все. То есть в боевое оружие его переделать нельзя. При визуальном сходстве это не переделанный пистолет Макарова ПМ. Это, ну, другое оружие. То есть оно делается... Совершенно другое Да. получается. Одно время переделки делали. То есть когда началось все это в газовые есть переделанный ПМ. Но это уже, кстати, год какой? Какой год? Мы не помним, да?
хер с ним. Мы Здесь не написано, помним, да? какой год. Да. Я потом в комментариях, ну, в смысле, в описании напишу, у хозяина, так сказать, клея, как говорили в бумере, спросим и напишу там самому. Да вот здесь сейчас увидите, вот здесь. Все. Так, ладно. Это, то есть, полностью другое оружие. Ну, как полностью? Не полностью, конечно. Ну чем отличается-то? Вот. Чем? Пожалуйста. Сейчас ты сам все поймешь. Давай. Обратите внимание, все разряжено. Так не делайте, выполни профессионал. Посмотри в ствол. Вижу. Видишь, что он какой? Да. Какой? Ребристый. Он ребристый, но при этом соблюдена, скажем так, окружность, Да, но то вначале он чуть сплющенный. Чуть-чуть. Видишь? Слушай, нет. Он чуть-чуть вначале вот здесь сплющенный. Все, да, вижу, Да, вижу. это делается для того, чтобы вы не могли боевым патроном 9-мм Внутри он, произвести грубо выстрел. говоря, как шестеренка, не знаю, там видно Не будет, видно нет? будет, нет. Но все равно вот эти вот. Да, но при этом ствол ровный. Grand Power, значит, не наш, просили не разбирать. Разбирать не будем, но поверьте, полно видео, и можете прям в Яндексе набрать, даже не видео посмотреть, а просто разбор Grand Power именно. Ну, пишут люди со статьями, с фотографиями. Здесь тоже абсолютно такой же ствол. Как у, То есть он ровный, да, а вначале чуть-чуть сплющенный. как у твоей грозы получается. Да. Ага. Здесь. А вот это я не помню, кстати, как разбирается. Кого-то мы разобрали, Макаров. Обрати внимание теперь сюда, внутрь ствола. Ух ты. Ага. Ух ты. Ух как будто ты! две стеночки каких-то, да? Да. Причем интересно. Может быть, будет видно, да? Или на свет как-то. Да. Отлично. Интересно, их выпускали по сути две разных модификации. То есть изначально ствол был, Ага. туда приваривали, ну скажем, сваркой, да, две вот эти шишечки, бывало 3 шишечки, 2 шишечки по-разному. Здесь у нас, по идее, их должно быть 3. Вроде как 2. То есть было несколько модификаций, значит, приваренных 2, там приваренных 3, потом сам ствол выдавливали внутрь, вот так он вдавленный был. Тоже 2,3. Это для чего делается Да, все? для чего все интересно? Для того, чтобы уменьшить дульную энергию. Ага. То есть, грубо говоря, поскольку это оружие у нас травматическое, оно не должно наносить смертельный урон, летальный, понятно, поскольку это ОООП, огнестрельное оружие ограниченного поражения. Поэтому разработчики вот этого МР, у меня, кстати, все ружья, что ли, МР, ежи и МРки, короче, это один завод ижевский, Хозяин МР. да, сделали вот такую историю. Поэтому я сегодня сделал для вас, для нас, мне самому интересно этот эксперимент провести, гель, и мы реально посмотрим, потому что больше того, хозяин тут зарядил свои патроны, а я сейчас сделаю вот так. Мы зарядим мои патроны, чтобы эксперимент был объективный. А к себе ты зарядишь его или как? Что? Не, зачем? У нас одинаковые будут патроны. всё, у моей что- грозы и у МР. Ну, условно говоря, назовем ПМ, да? Здесь получается он побольше, да? Да, здесь патроны побольше. Здесь 10-миллиметровые, у нас 9. А эффект все-таки какой? От какой? Что ты имеешь в виду? А вот мы сейчас проверим. Мгм. Я вам это и предлагаю проверить. То есть у меня изначально было желание, если честно говоря, уже очень давно проверить, вранье это или не вранье, что ПМ совершенно не стреляет. Мы, наверное, с вами видим часто видео в интернетах, ну я, по крайней мере, часто вижу, где у нас стреляют из ПМ по человеку, а человек моей комплектации или твоей, как будто ничего и не было. Мгм. Потому что если человек стреляет из грандпауэра по человеку, эффект совсем другой. Может, видео попадались не те. Короче, я предлагаю начать проверять, но перед этим еще скажем, что все-таки ПМ, почему он получил, во-первых, такое распространение. Да. Любимое оружие, вот оно, да? Опера, прорвемся, ответит опера. Ну вот это все с детства, да, вот особенно наше поколение с тобой, чуть младше, кто... Но он всегда на слуху был, в принципе. Конечно, пистолет Пистолет Макаров, Макарыч, вот это все. Ну, там Тульский, Токарев. Это тоже. да, это по сути автомат Калашникова в мире пистолетов. То есть простой, надежный, работающий пистолет. Абсолютно работающий. Подожди, перебью. А ты не сказал самого главного, почему нельзя переделать его? Потому что Вот ты из-за сядешь в этого. тюрьму. Почему переделки нельзя? Да. Тут Не внесены, получится просто, Дим, если правильно? честно говоря, мы все-таки, да, я, ну, скажем так, к пистолетам любви особо не испытываю. Про это есть другие видео, я даже смотреть не стал. Я читал.
потом стал читать про свой иш, потом там другое видео посмотрите. Отвлекся, уснул. Да, ну, мне совершенно неинтересно, объясню почему, ребят. Есть, вот, кстати, Дим, давай проговорим. Да. Есть такие вещи, которые не надо придумывать заново. Велосипед, машина, да? Ну, в принципе, да. это уже Мы сейчас все придумано. удивляемся, что китайцы делают машины. Ага. Ребят, Генри Форд машины делал в начале 20 века. И что китайцы наконец-то догадались через 100 лет, что «Эйзи, есть машинка, тоже хорошо делать». Ну, это как бы их проблема личная. То же самое с ПМ. Это настолько проверенный, зарекомендовавший себя пистолет, что, ну, я не вижу вообще смысла никакого вообще копаться даже в этом. Это деды, отцы, братья старшие и мы уже теперь. То есть он 100, ну, там, Поколение прошло. почти век. Да, поэтому, ну, я вообще смысла не вижу там, да, как вот эти задроты там все эти, вот это у него и это. Мы сейчас просто наглядно, то есть, кто меня смотрит первый раз, ребят, все мои оружия, 67-е, повторюсь, это снятое оружие, мы все снимаем на стендах, да, мы все стреляем и все проверяем сами, блядь. Мы не дрочеры диванные, которые там в магазине пришли, ему дали подержать, и он там, блядь, историю изучил, и он рассказывает. Не, ребята, через меня все проходит, вот через эти руки. Пришло, Понимаете? проехало, посмотрел. Однозначно, убедился, да? потому что, да, рассказывать вот эту, блядь, теорию, все, ой, блядь, вот это, ой, вот это. Давайте сейчас просто бахнем, и все станет понятно. Про цену, Диман. Да. Сейчас бахнем, ребят, не уходите, все. Да, там... Опять же, да, почему, еще раз, во-первых, это всеми любимый пистолет, во-вторых, он недорогой. Слово дешевый мы не употребляем, к пистолету ни в коем случае относимся с уважением. Это Примерная цена. От Примерно. десятки можно взять. Я, честно говоря, сейчас на Гансброкере, вот сейчас 2023 год, даже есть 9 тысяч, 8 тысяч. Они различались модификацией. Давайте так. Без нарезов, ну, не нарезов, а вот этих вот. Без стеночек. Без стеночек. Ага. Были Ага. модификации. Они шли вроде Прям как. заводские, грубо говоря, да? Вроде как, я почитал дрочеров там, которые комментарии вот эти все пишут там на сайтах. Вроде как первая 1000, но веры им никакой нету, потому что нет примеров, нету фотографий, поэтому, знаешь, налечить можно, что хочешь. Мы не знаем, были ли они. Если мужики, у кого есть без стеночек, напишите. Естественно, законно. Незаконно писать не надо. Мало ли кто нас там посмотрит. Вот, Дим, то есть 2 стенки, 3 стенки бывает и так далее. И вот, говорю, от 8 тысяч. Но Подожди, я так и не понял, а смысл этих стенок-то вообще? они дульную энергию на себя забирают. То есть, объясним, кстати, да, и Диме, и вам всем. То есть, вот на примере чего? Да, ну вот прям покажем. Здесь длинный ствол, вот открыто все, Да, обратите да. внимание. То есть, соответственно, здесь стенка, здесь стенка. Здесь ровно ли вылетает у нас? Ага. А здесь же резиновый, кто, кстати, Да, не в курсе, да, мы стреляем резиновыми пулями. Там нет никакого внутри металлического сердечника. Это статья, ребята, не надо туда шприцом закачивать, блядь, раскаленный этот. Или олово там, или что, я там знаю таких умельцев. Бывало, Знал, да. знал, их уже нет, все, знал. А Ну, тут, представляешь, тут стенка и тут стенка. Он начинает лететь. Он, Траекторию меняет же, да, получается? он Или сжимается, Дим, он сжимается, соответственно, А, проворачивается. вот оно чё. Его и порвать даже может этот шарик. Всё, Плюс понял. физика, опять же, нам дали определенную энергию. На сжимание уходит одна энергия, на разжимание еще тратит энергию. Опять сжимание, опять разжимание. Все, понял. То есть Понял. вроде как, если стрелять пишут 90 джоульными патронами, вот которые у нас есть, они разрешены, 91 джоуль, Магнум, вот он черный. Техкрим, по-моему, да, мой любимый. Мгм. Я, кстати, 1010, наверное, уже отстрелял, ни одной осечки. Респект вообще Техкриму. То есть, говорят, Дима, вплоть до половины практически теряется. Вот мы сегодня как раз на геле и замеряем. Ну Потому да. что по Гранд-Пауэру и по Грозе у нас отдельное видео есть, я ссылочку там приложу. Здесь у нас 2 стеночки получается, да, и как Да, раз посмотрим. посмотрим. Поехали. И предположим, что будет с 3 стеночками. Ну, примерно, да? Да, поехали. Так, ребят, тогда начинаем эксперименты с гелем, как раз с нашего, ну, Макарова, короче, МР-79. Давай очечки-то одень. Да нет, тут не отлетит. Ну, смотри. Да, подайте, пожалуйста, мне очки, гражданин, сейчас, у нас там за кадром. А то мало ли что, да, лучше всегда все равно на стрельбище, конечно, иметь защиту глаз, тем более резиновый шарик, Ну да. хер его знает. Бочка тем более. Бочка, да. Так, проверяем, соответственно, после этого стреляем грозой, после этого стреляем из этого, господи, Гранд-Пауэра. Погнали. Да, еще раз хочется сказать, чего. Стреляем метров с 2, 2,5, не больше. Почему?
Ну, потому что самооборона до 5 метров. То есть вряд ли вы будете в какого-то там нападающего стрелять. Вот и все. Поехали. Ну вот у нас гель, видишь, как я и говорил, не получился. К сожалению, я борщанул. Ну, в принципе, эффект видно. То есть его откололо. Но не зашло. Не зашло, да? Не зашло. Не зашло. Не зашло. Борщанул я, да, надо было меньше добавить. Ну ладно, давайте теперь с моей грозы бахнем. Стреляем с моей грозы. Такой же патрон абсолютно. Давай. Говорит, сейчас зайдет и вылетит. Нет, вот. Прям. Здесь очень хорошо сверху видно, вот, до середины. Ну, по-моему, эффект налицо. Кто там был не в курсе, мы отключили камеру? Нет, отключаем. Блять. Блять, сделали, называется, гель. Сейчас перевернем тогда, с Grand Power бахнем. Вот смотри, вот отсюда сверху видно. Ну да, кстати, вот она докуда дошла. От Макарова понятно тут. Ладно, поехали, Grand Power. Grand Power. Разошелся я. Эффект, я думаю, всем понятен. Ну вот, давай по этой судить. Смотри. И Макаров. Что-то Сюда? Что-то осталось. Это Grand Power'овский патрон. Ага. Десятка. Ну вот вам, ребята, наглядный эффект. Пойдемте завершаться. Какой у нас еще доска? Переходим к стрельбам следующим, пожалуйста. А я за тобой. Атя! Тоже отлетел. Да? Прямо, блин. Ну вон где дырка, смотри, стоял. какая. Атя еще раз отлетел. Говорит, да не отлетит, что вы. Так, ну вот обратите внимание. Почти насквозь. Снимай, что. Она как раз сюда рикошетит. Давай. Короче, еще раз с Макарова стреляем. Я не трус, но я боюсь. Опа. Вот он. О! Мне в голову. Отлично. Опа. Все. Значит, я не попал. Ага. Слушай, да, смотри. Значит, вырезай это все. Вот и вот. Еще глубже. Нет, наоборот. Вот это две грозы, вот Макаров. вот Макаров. Ну, то есть где-то сантиметр, а здесь практически треха. Ну, то есть, да, как и Нифига говорили, себе половину, получается, энергии забирает. Вот эти стенки. Да. Примерно, давайте Grand Power теперь бахнем. Вот сюда бахну пониже. Так, стреляем Grand Power. Давай. Все спрятались за меня. Опа. Все. Отлично. Вот шар застрял. Кстати, там уж десяточка, да. Сейчас мы его ножом, короче, выковыряем. Вот так можно выковырять. Вот он. Так, ну, чего хочется сказать с грозой. Гроза даже чуть-чуть больше проникла. Да. То Это есть- проник как Макаров. Ну, поглубже, Диман, чуть-чуть. То есть Grand Power работает чуть-чуть получше, чем... Ага. Ну, понятно. Победила не дружба, а победила гроза. Пойдемте завершаться. Чего мы с вами видим наглядно? Разницы почти никакой нет. Ну, я бы так не сказал. Но не было колоссальной никакой. Ну, как колоссально. Ну, смотри, гроза проникла в 2 раза точно глубже, чем Макаров. Деревяшку. Деревяшку.
Ага. Господи, ну как его назвать? Гель у нас не получился. Ну, что-то подобное гелю, к сожалению. Баллистическая жижа. Да, гроза тоже оставила больший след. Прям, ну, видно прям больший след. Grand Power оставил еще больший след на баллистическом геле. Ну, ты загнался и разорвал ее просто. Вот, ну, внизу вот мы там сравнивали, там остаток остался. По деревяшке, соответственно, гроза отработала лучше всех. На втором месте идет Grand Power, потом идет Макарыч. Ну, ПМ, там, МР, как угодно можно называть. Блин, это у нас от 30 до 100 сейчас стоит. Это от 60 до 150. Это от 10 до 30. Поэтому смотрите сами. Тюнинга на все много. На Макарыч больше всего тюнинга, понятное дело. Эффект, ну, честно скажу. Плюс-минус. Кстати, надо будет на GoPro посмотреть, что именно сдвинуло хотя бы немножко. Сдвигало или ну не это, сдвигало. да, Тоже я вот думаю, к моменту, интересно. когда мы это посмотрим, я там уже нарезать видео буду, все будет видно. Да. Вот, посмотрите там эффект вместе со мной и с нами. Вот, то есть дело каждого, я считаю. Шарик, кстати, прилетел. Вот он мягенький, хорошенький такой. Потому что, ну, ребят, надо понимать, да, что это вот, давайте его разрежем, например. Раз так, а там стержень честный. Нет там ничего. Она просто такая вот упругая резина. Блять, боюсь пальцы отрезать, острый нож. Но, кстати, надо сказать, что очень плохо ее режет. Плотная, да? Ну, не да, просто очень плотная резина, скажем так. Она и пахнет резиной порохом. Поэтому сами думайте, нужно ли вам вообще оружие ограниченного поражения. У меня оно, соответственно, есть, но я с собой его только на мотоцикле вожу, просто потому что дробовик ты на мотоцикле с собой не повезешь. Для эстетики, да? Да, даже больше для эстетики. Тут смотрите сами. Еще раз скажем, подписывайтесь на канал. Если хотите помочь, будем благодарны. Ссылочки в описании. Телеграм. Вот мы на Инстаграм. ловчем. Ой, Да. а он же запрещен. Точно. Ай-яй-яй, граждане, ай-яй-яй. Я считаю, все. Макаров мы сняли. Такой получился даже не обзор пистолетный, потому что сколько можно его обозревать уже. Да, обмусолили прям по полной, Легендарная вещь, конечно. Че ее? До новых встреч, граждане. да. Пока. Пока-пока. До свидания. Ну вот что? Ну, я говорю, я сразу говорил, что он не стреляет. Я понял, гроза, Grand Power, а Макаров этот